Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наши встречи, наши занятия. И цель сегодняшнего занятия — определить, каким должен быть первый шаг на пути совершенства, на пути достижения успеха. Множество тренеров, у каждого это выглядит по-своему, но очень многие из них сходятся на том, что самое главное — это действие. Чтобы чего-либо достичь, нужно действовать. Одна из историй, Оскар Хартман, надеюсь, многие его знают, свое выступление, посвященное успеху, начинает с чего? Приехал в Россию, без денег, без знания языка, заходит в салон какой-то, джакузи, видит самую красивую девушку в мире и рассказывает, собственно, что ведет к успеху, что от успеха уводит. Что уводит от успеха? Всякие мысли сбежать, заработать денег, выучить язык, красиво подойти в каком-то ночном клубе, потом понимаешь, что все это неправда, все это не будет работать, или ты действуешь здесь и сейчас, или будущего вот в этой ситуации не будет. Поэтому он ныряет в джакузи, не находит ничего лучшего, чем сказать: «По-моему, я вас знаю». Она отвечает: «Я надеюсь, что говорю достаточно близко к тексту. Очень сомневаюсь, вы что, тоже пришли на акваэробику?» Говорит: «Да». Танцевал часто вместе с девушками, с другими. Но в итоге она стала его женой. И он очень счастлив. Собственно, успех в этом и состоит. Или ты действуешь, или ты находишь причину, чтобы отложить на потом, и бездействуешь. С одной стороны, разумеется, основное условие для достижения успеха в конечном итоге нужно действовать. Если человек бездействует, неважно, какие у него таланты, знания, возможности и все остальное прочее, если он бездействует, он ничего не получает. Но здесь возникает такой вопрос: а всегда ли может действовать человек? Когда он способен действовать, а когда он действовать не будет? Да? По крайней мере, это его навык, его способность. Если ты можешь перепрыгивать с крыши на крышу, ты прыгаешь, снимаешь ролик, получаешь за это какие-то гонорары, становишься известен. Если ты не способен, но прыгаешь, промахиваешься, приземляешься в очень печальном, очень плачевном состоянии. Человек должен быть способен к действию на уровне навыков, на уровне своих способностей. Он должен понимать, что ему это нужно. Если ему это не нужно, то это бесполезно. Он должен быть уверен в себе. У Энтони Роббинса примерно выглядит как? Что такое уверенность? Кто уверен, тот идет, действует, получает результат. Кто не уверен, стоит. Кто действует и сомневается, это болото, в котором гибнут люди. Поэтому, чтобы человек мог бы действовать, нужно выполнить ряд условий, которые мы с вами и рассмотрим. В нашем случае это выглядит как формула успеха. Хочу, могу, делаю. В конечном итоге, должны быть действия. Но для того, чтобы человек совершал необходимые действия, нужно ответить на множество других вопросов. То, что мы делаем на наших занятиях, и то, что мало кто делает. Мы берем любую тему, такую большую, и раскладываем ее на отдельные составляющие, их дробим дальше до тех пор, пока мы не выйдем на отдельные программы. В конечном итоге, когда мы отвечаем на все вопросы, все программы, мешающие в данном случае действовать, меняем на программы, дающие максимальную отдачу, тогда человек в полной мере к действиям и способен. В данном случае, с одной стороны, мы рассматриваем вопросы, позволяющие человеку действовать, с другой стороны, вот эта же формула успеха. Фактически все, кто ее реализует, они к успеху идут. Кто что-либо нарушает в этой формуле, он в принципе к успеху идти не может. То есть большинство людей, если взять биографии всех успешных, образование не столь важно, возраст, пол, национальность, религия тоже, как правило, не имеют значения. Но чтобы человек мог достигать успеха, он хочу, это что? Четко знаю, что я хочу, цель, и формирую огромное стремление к этой цели. Все, кто чего-либо достигают, они определились со своим выбором однозначно, и они с него уже не сворачиваются, выбранного пути. И
включает максимально возможную силу стремлений. Сила стремлений говорит, а что ты способен преодолеть? Есть ли у тебя энергия для движения к цели? Если стремления слабые, маленькая преграда остановит. Стремления огромные, тебя ничего не остановит. Поэтому хочу — это цели и стремления. Могу — это что? Вера в себя, свои силы, вера в успех. Все это также держится на определенных убеждениях, на определенных понятиях. И на множество вопросов нужно ответить, чтобы сформировать именно веру в себя, свои силы и в успех. Действие, что нас интересует, с одной стороны, максимальная энергия, максимально возможная активность, а с другой стороны, желательно, чтобы действия были более-менее точные, правильные. Да, потому что если человек совершает ошибки, да, он действует, но действует неправильно, скажем, некорректно, неэтично, то это ведет к противоположному результату. Поэтому, чтобы человек мог действовать, это основа достижения любых результатов. Да, ты можешь что-то делать не очень хорошо, может быть, там, как некоторые президенты, ты можешь ездить в инвалидной коляске, но если ты действуешь, ты идешь к цели. Бездействуешь, ты никуда не идешь. Чтобы можно было действовать, хочу, могу, должно присутствовать. Каждая из этих составляющих разбивается на свои элементы. Каждый из этих элементов разбивается на множество других и глобальных условий, и в конечном итоге отдельно взятых программ. То есть, чтобы у человека была возможность поставить четкие цели, у него должны быть что? Соответствующие убеждения и ценности. Да? То есть, если убеждение, предположим, картина мира такова, что в этой картине нет места для счастья, для успеха, то все остальное нереально и бесполезно. Да? Ну, например, одни из ключевых программ и решений, к которым нужно прийти. То ли для тебя жизнь уникальная возможность, тогда следующая программа — воспользуйся этими возможностями на все 100. То ли в этой жизни шансов нет, тогда все остальное бесполезно. Эта программа убийца, она лишает вообще мотивов ко всем остальным действиям. Да, жизнь — возможность или шансов нет? Шикарная возможность, воспользуйся, если ты разумный человек. Следующая программа, одна из ключевых по убеждениям. Мир справедлив или несправедлив? Если мир справедлив, да, там может быть что-то не совсем хорошее, но в данном случае справедливо означает, что в этом мире действуют свои законы. И в этом мире всегда побеждает самый сильный, самый умный, самый бесстрашный, подготовленный, способный, более сильный в конечном итоге. Да? А более слабый всегда проигрывает. Если ты принимаешь, что мир справедлив, он действует на основе определенных законов, изучаем законы и познаем правила достижения успеха. А если мир несправедлив, в нем действует случайность, хаос, или судьба твоя зависит от чьих-то решений других людей, ты обречен. Опять же, программа убийца, все остальное бесполезно и невозможно. Да? Точно так же рассматриваются, от чего зависит вера в себя и в успех. Да? Каким образом формируется самооценка человека, да? Что влияет на эту самооценку, как ее формировать, перестраивать, в том числе, что говорили в детстве там, девочку, мальчику, ты плохой или ты самый умный. Да, у тебя гордыня, самооценка, с чем нужно прощаться, или ничтожество, ты ни на что не способен, или ты адекватный человек, ты стараешься правильно оценивать свои сильные и слабые стороны. У тебя динамичная самооценка, она направлена на то, чтобы ты шел с максимальной скоростью вперед и вверх. И на этом строится уверенность в себе. То есть если ты идешь с максимальной скоростью вверх, то есть что? Постоянно убираешь проблемы, вопрос времени, когда они все исчезнут, постоянно наращиваешь свои достоинства, таланты, вопрос времени, когда ты сформируешь все условия, необходимые для успеха и для счастья. Точно так же действовать, если расширять, то это управлять собой, управлять временем, это внешняя подача человека, этика, да, это влияние, энергия, как ее добывать, чтобы ее был максимум, и множество других вопросов. То есть первая глобальная задача, которую необходимо решить человеку для достижения успеха и счастья, это и есть формула успеха.
первые курсы обучения по нашим программам, мы как раз решаем вот эту задачу. И проходя обучение по этой программе, человек получает что? Первое, сильные позитивные убеждения, которые мотивируют его на достижение успеха, в целом формирует позитивное мышление, потому что негативное мышление, я плохой, ничего не получится, все бесполезно, с таким мышлением человек никуда идти не может. Если он уверен, что жизнь — прекрасная возможность, и судьба, и личностный рост зависит именно от тебя, от самого человека, он берет стопроцентную ответственность, все дальше изучай, как получать максимальный результат. Он получает позитивные убеждения и позитивные ценности. По позитивным ценностям также это большая история, немного позже. Но если человек верит, что можно врать, да, негативные ценности — вопрос времени, когда его будут обманывать, и он будет за это расплачиваться. Да, если он честен и реализует другие позитивные ценности, он может жить с чистой совестью, смотреть прямо в глаза. И большинство успешных людей, они такие, на позитивных ценностях, те, кто сформировал себя сам. Убеждения, ценности. Дальше. Человек получает понимание, как формировать цели по полноте целей, по гармоничности жизни. Это следующий ролик, следующее занятие. Он получает необходимые знания, какие цели дадут тебе максимально возможный результат. Он получает навык, как формировать максимально мощные стремления, потому что стремление — это и есть первый основной источник жизненной силы, источник энергии. Да, и стремления усиливают выбор человека, его цели. Дальше он формирует веру в себя, веру в успех. Уверенность — это второй основной источник силы человека. Хотя силой также являются убеждения, позитивные ценности. И третья глобальная задача, которую нужно решить человеку, это максимально возможная активность. Действовать, 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 действовать. Практика, практика, практика. Да, и любой результат, чтобы человек стал мастером в среднем, да, как говорит статистика, 10 тысяч часов тренировок, действий. Тогда ты достигаешь результатов, неважно, мастер спорта, бизнесмен, ученый или в любой сфере, куда входит человек, чтобы достигать значимых результатов в среднем 10 тысяч часов. Вот если человек включается в этот процесс, действует, да, он максимально мотивирован, у него есть стремление, он верит в себя, в свои силы, он действует наилучшим образом, но тогда он не может не идти к успеху. Да? Тогда он тот потенциал, который есть, да, там, не получая, скажем, дополнительное образование, не осваивая множество других задач, но включив внутреннюю мотивацию, да, сформировав соответствующее стремление, включив действие, он начинает двигаться к цели. Для того, чтобы двигаться к цели, конечно, нужно преодолеть множество преград. Да. В исходной точке человек находится где-то пониже, ему нужно прийти куда-то повыше. И каждый раз, поднимаясь по ступенькам роста, по ступеням судьбы вверх, человек должен решать новые, да, принципиально новые задачи. Когда у него эта программа работает, «хочу, могу, делаю», он способен эту задачу решать. Если что-то не работает, он в принципе не способен эту задачу решать. Да? Как опять же говорят многие, не таланты, не условия, не возможности, не знания ведут человека вперед. Да? Мотивы. Ты можешь быть хуже, ты можешь быть лучше, ты мотивирован, у тебя есть цели, стремления, ты идешь. Ты не мотивирован, неважно, может быть, ты гений в душе, ты никуда не идешь. И о том, что ты гений, никто не узнает. Да? Поэтому все, кто чего-то достигают, они знают, что хотят, они включены, да? Стремления включены на максимум, они верят в себя и в победу. Если не верят, да, очень хочу, но я сомневаюсь, результата не будет. Они верят в себя, мало того, что они верят, они понимают, что они должны сделать все необходимое для того, чтобы получить этот результат. Да, если человек считает, хочу, могу, все, делаю заказы на всю Вселенную, пожалуйста, Вселенная, работай вместо меня, ничего не произойдет. Ты должен идти, действовать и выполнять все необходимые условия. Когда человек в этот процесс, да, включился, дальше он реализует свой потенциал. Дальше уже включаются другие законы, что скажет судьба,
какая твоя мощность, да? Но человек начал двигаться. Если он эту задачу не решил, то его будущее — это колея, день сурка, каждый день одно и то же. Не человек определяет следующий шаг и выполняет необходимые условия, обстоятельства в основном определяют, куда ему идти и что делать. Поэтому первая глобальная задача, которая ведет к счастью и к успеху, да, это формула успеха. Хочу, могу, делаю. Те, кто ее решает, да, получают реальный инструмент для движения к своей цели. Кто эту задачу не решает, может посещать десятилетиями различные тренинги, но фактически, кроме новых знаний, может быть, новых навыков, он ничего не получит, он не изменит качественно себя, тем более свою судьбу. Для того, чтобы вносить изменения, нужны действия, да, стремление, уверенность и действие. Поэтому всем, кому интересна данная тема, пожалуйста, ставьте там лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, подключайтесь к обучению офлайн, онлайн, да, все ссылки под данным видео. И, конечно, хотелось бы всем пожелать наивысших успехов, огромного счастья. Но для этого формула успеха должна стать родной. Спасибо, всего доброго, до свидания.